Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотела бы вам предложить связать вот такой вот милый свитерочек для деток. Подойдет как и девочкам, так и мальчикам. Он короткий, моделька приталенная идет. Если вы хотите более свободный вариант, то берите на размер побольше. У меня этот свитерочек связан на размер 62 сантиметра. 62-68 приблизительно, то есть, да, с отворотом рукавов. Рукава специально сделала чуть больше, чтобы можно было подогнуть, отвернуть. Вот такой вот вариантик. На рост 62 сантиметра. Свитерочек выполнен узором, ромбики, гофрированные ромбики. Схему узора я вставлю в видео. Можете поставить на паузу, срисовать его себе или сделать скриншот, как хотите. Ну что, приступим к работе. Для работы нам понадобятся спицы номер 3 и 2,5 круговые, чулочные спицы. Если вам неудобно будет вязать резинку круговыми спицами, то можно взять чулочные спицы 2,5. И также для рукавов нам понадобятся, опять же, чулочные спицы или круговые спицы номера 3. Итак, пуговички 2-3 штучки в зависимости от размера. И маркеры, иголочка для закрытия петелек, линеечка, ну, ножнички, щипчички, у кого что, кому как удобно. Вязать я буду пряжей Нако в 100 граммах 360 метров. Для работы достаточно одного мотка, но на размеры от 9 месяцев до года возможно понадобится 1,5 моточка. В зависимости от того, как вы вяжете, от плотности вашего вязания. В принципе, на этом все. Можно начинать. Я буду вязать на размер от 3 до 6 месяцев. Это приблизительно на рост 62-68 сантиметров. Для этого мне понадобится набрать на спице 64 петли. Набирать я буду простым способом, классическим. Вот так. 2, 3, 4. Итак, 64 петли. Я набрала 64 петли. Дальше мы вяжем платочной вязкой. То есть у нас идут все петли лицевыми. И в конце ряда нашу кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Я провязываю ее за заднюю стенку, чтобы у нас петелька не была сильно большая в конце ряда. Следующий ряд мы вяжем также лицевыми петлями.
Мы провязали 2 ряда. Нам надо провязать еще 2 ряда таким же образом. То есть лицевая и в обратную сторону опять лицевые. Итак, мы провязали с вами 4 ряда. Теперь нам надо расставить маркеры для укороченных рядов. Отсчитываем 8 петель. Ставим маркер. Отсчитываем еще 8 петель. 2, 4, 6, 8. Ставим маркер. С другой стороны. Отсчитываем 8 петель. Ставим маркер. И еще 8 петель. Ставим маркер. И еще можно взять по 8 петель. 2, 4, 6, 8 с одной стороны. Вешаем маркер. И с другой стороны точно так же отсчитываем 8 петель и вешаем маркер. 2, 4, 6, 8. Продолжаем вязать платочной вязкой до тех пор, пока мы не довяжем до нашего последнего маркера. При этом здесь в самом начале ряда нам надо сделать дырочку для пуговички. Итак, провязываем, снимаем одну кромочную, вяжем одну лицевую, делаем накид. И 2 следующие петельки мы провязываем лицевой за переднюю стенку. Вот таким образом. Дальше вяжем лицевыми рядами до последнего маркера. Итак, мы довязываем до последнего маркера. Маркер можно убрать, он нам больше не пригодится. Разворачиваем нашу работу, делаем скрещенный накид и начинаем вязать. О, так, подождите, скрещенный накид вот так для лицевой петли, вот таким образом, и продолжаем вязать лицевыми петлями. И вяжем мы до нашего маркера с другой стороны. Первый маркер с другой стороны.
Так, мы довязали до нашего маркера. Маркер мы снимаем. Переворачиваем работу. Делаем накид. И продолжаем вязать лицевыми петлями до нашего маркера крайнего с другой стороны. Довязали. Маркер снимаем. Переворачиваем работу. Делаем накид. И вяжем в другую сторону лицевыми петлями до нашего маркера крайнего с другой стороны. Итак, мы довязали до маркера. Маркер мы снимаем. Опять переворачиваем работу. И снова делаем накид. Вяжем в другую сторону лицевыми петлями до крайнего маркера. Маркер мы снимаем, переворачиваем работу, делаем накид и провязываем в другую сторону лицевыми петлями до последнего нашего маркера. Довязали до нашего маркера, мы его снимаем. Больше у нас нет маркеров. Мы переворачиваем работу, делаем накид и теперь вяжем до конца нашего ряда. При этом мы будем сокращать наши накиды. Довязываем до первого накида. Вот наш первый накид. Его мы должны провязать вместе с следующей петлей. Берем за правую стенку, слева направо провязываем лицевой. Вот так.
Дальше продолжаем вязание до следующего накида. Мы дошли до следующего накида. Его провязываем также со следующей петлей лицевой за переднюю стенку. Вот так. Довязываем до следующего накида. Дошли до накида, провязываем его лицевой за переднюю стенку со следующей петлей. Довязываем до конца ряда. Последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Дальше переворачиваем нашу работу и начинаем вязать лицевыми петлями до накида с другой стороны. Вот он. Тут остаются дырочки, да, там, где мы делали накиды, их в принципе видно. Поэтому мы их не отмечали ни маркерами, ничем остальным. Довязываем до нашего накида. Довязали до накида. Здесь мы его также должны сократить со следующей петлей. Берем слева направо, за переднюю стенку провязываем лицевой петлей и довязываем до следующего накида. Здесь опять сокращаем за переднюю стенку со следующей петлей лицевой петлей. Довязываем до следующего накида. Довязали. Здесь опять провязываем лицевой петлей за переднюю стенку и довязываем до конца ряда. Наш накид мы тоже провязываем не перекрещенным, чтобы у нас была петелька для пуговички. И последнюю петельку кромочную мы провязываем изнаночной. Итак, работа с укороченными рядами закончена. Теперь нам надо разделить на спинку, перед и рукава. Опять же, нам понадобятся маркеры. И будем вставлять. Итак, наши маркеры. Отсчитываем по 6 петель с каждой стороны и ставим маркер. Это будет наша планочка для застежек, то есть для пуговичек. 2, 4, 6 с одной стороны и 6 петелек с другой стороны. Это наша планка под пуговички. Дальше у нас идет передняя часть. Отсчитываем 7 петель. 2, 4, 6, 7. 7 петель. Это наша передняя часть. 7 петель с другой стороны. 2, 4, 6, 7. Ставим маркер. Дальше рукава. На рукава у нас идет, на рукава идет 7 петель и плюс наши петельки на прибавку. Так, это получается 9 петель. 2, 4, 6, 8, 9.
ставим маркер и 9 петелек с другой стороны. 6, 8, 9. Итак, мы расставили наши маркеры. Теперь определимся с узором. Первые 6 петель с одной и с другой стороны мы будем вязать всегда платочной вязкой, то есть всегда лицевые петли с обеих сторон. А здесь у нас уже пойдет узор. Петельки, которые идут до маркера и после маркера, мы всегда будем провязывать лицевой петлей. А на изнаночной стороне, соответственно, изнаночной петлей. Итак, первые 6 петель мы провязываем лицевыми. 4, 5, 6. Дальше наш маркер переносим. Это маркер у нас просто для удобства, чтобы нам не путать узор. Дальше идем по узору. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. У нас остается одна петелька перед маркером. Итак, мы делаем прибавку. Накид на себя. Дальше идет 1 лицевая, маркер, 1 лицевая, накид от себя. Дальше продолжаем узор. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Опять должны сделать прибавку. Накид на себя, лицевая петля, маркер, опять идет лицевая петля, накид от себя. Дальше идет у нас узор. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, остается 1 петля до маркера. Делаем накид на себя, лицевая петля, маркер, опять лицевая петля, прибавка наша, накид от себя. Дальше узор. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Опять остается 1 петля перед маркером. Мы делаем накид на себя, лицевая петля, маркер переносим, опять лицевая петля, накид от себя. Да, на себя и от себя. Дальше идет узор. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше маркер последний. Мы его переснимаем. И здесь 6 петель мы провязываем лицевыми петлями. Последнюю петлю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Переворачиваем работу. Теперь вяжем с изнаночной стороны. Первые 6 петель мы провязываем платочной вязкой. То есть опять мы вяжем 6 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6. Дальше петельки у нас идут по узору. Мы их как бы повторяем. Где лицевая, там лицевая, где изнаночная, там изнаночная. Дальше у нас идет наш накид. Его мы провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. Дальше идет изнаночная петля, маркер, изнаночная петля. Теперь у нас идет опять же наш накид. Мы его провязываем за переднюю стенку изнаночной петлей. Дальше у нас идет изнаночная по рисунку. Мы ее провязываем изнаночной,
Дальше лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше у нас по рисунку должна быть лицевая. Мы наш накид провязываем лицевой за заднюю стенку. Дальше идет изнаночная, маркер, изнаночная петля. Итак, эта петля у нас тоже должна быть изнаночной. Мы ее провязываем за переднюю стенку изнаночной петлей. Дальше по узору идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять наш накид. Мы его провязываем лицевой за заднюю стенку. Идет изнаночная петля, маркер, изнаночная петля. Дальше эта петля у нас должна быть лицевой по узору. Мы ее провязываем лицевой за переднюю стенку. Дальше идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, так же как у нас идет по узору. Дальше у нас опять наш накид. Мы его провязываем лицевой за заднюю стенку. Изнаночная, маркер, изнаночная петля. Дальше эта петля должна быть изнаночной. Мы ее провязываем за переднюю стенку изнаночной петлей. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Маркер. И последние 6 петель мы провязываем лицевыми петлями. Вот таким образом. Итак, для тех, кто разобрался с узором и может его спокойно вставлять, можете вязать самостоятельно. На высоту реглана 10 сантиметров для размера от 3 до 6 месяцев. Для других я напишу на экране. Не забывайте добавлять в каждом лицевом ряду петельки реглана нашего и делать петельку для пуговицы через каждые 3,5-4 сантиметра. А те, кто пока что не понял, как выполнять узор, я покажу. Итак, продолжим. Первые 6 петель мы провязываем лицевыми петлями. Кромочную снимаем, вяжем 6 лицевых. Вернее, после кромочной 5 лицевых. Всего 6 петель. Дальше у нас идет узор. 1 изнаночная, 3 лицевых. 1 изнаночная и 3 лицевых должно быть, но у нас третья петля, она идет петля реглана. Перед ней мы делаем накид на себя, то есть добавляем петельку, провязываем 1 лицевую, снимаем маркер. После маркера делаем 1 лицевую, накид от себя, добавляем петельку. Дальше вяжем по узору. Так как у нас здесь прибавлялась петля, она у нас здесь изнаночная. Мы ее провязываем лицевой петлей. А дальше идет у нас как по узору. То есть 1 изнаночная, 3 лицевых. 1 изнаночная, 3 лицевых. Дальше накид на себя, идет наша прибавка. Лицевая петля, маркер. После маркера лицевая петля, накид от себя и дальше идем по узору. 1 лицевая, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых,
1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Должно быть 3 лицевых, но у нас их 2. Провязываем 2 лицевых и делаем прибавку, накид на себя. Лицевая петля, маркер. После маркера 1 лицевая, накид от себя. Дальше по рисунку. Лицевая, изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, делаем прибавку, накид на себя, лицевая, маркер, лицевая, накид от себя. Дальше по рисунку 1 лицевая, 1 изнаночная, дальше 3 лицевых, 1 изнаночная и 1 лицевая. Последний маркер сдвигаем и провязываем 6 лицевых петель. И кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Так, дальше изнаночный ряд, кромочная петля и 5 петель лицевых. Маркер снимаем, дальше смотрим по рисунку. Где у нас была изнаночная, мы провязываем ее изнаночной, где была лицевая, мы провязываем лицевую. То есть таким образом у нас получается изнаночная, лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая и должно быть 3 изнаночных. Мы провязали 1 изнаночную, дальше идет накид. Накид мы должны тоже провязать изнаночной петлей. Мы его хватаем за заднюю стенку и провязываем изнаночной. Дальше изнаночная, маркер, опять изнаночная. Дальше смотрим. Здесь у нас 3 изнаночных петли перед нашим накидом. Значит, накид мы должны провязать лицевой петлей. Подхватываем за переднюю стенку, провязываем лицевой петлей. Дальше 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Дальше опять должно быть 3 изнаночных. Так что наш накид мы провязываем тоже изнаночной петлей за заднюю стенку. Дальше идет изнаночная, маркер и спинка. 1 изнаночная. Дальше смотрим наш узор. У нас идет лицевая, 2 изнаночных и наш накид. Значит, наш накид мы должны провязать изнаночной петлей. Лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, опять лицевая, 3 изнаночных. Итак, опять лицевая, должно быть 3 изнаночных. Наш накид, значит, провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Дальше идет у нас 1 изнаночная, маркер. После маркера опять изнаночная и смотрим наш узор. Здесь у нас идет 3 изнаночных петли. Значит, наш накид мы должны провязать лицевой петлей за переднюю стенку. Дальше 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, лицевая. Дальше должно быть 3 изнаночных. Значит, наш накид мы провязываем изнаночной петлей за заднюю стенку. Плохо подхватилось. Вот так. Дальше идет опять у нас изнаночная петля и маркер. И последний. Раз. Опять смотрим наш узор. 2 изнаночные петли. Значит, мы наш
накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных и 1 лицевая. Накид снимаем, и следующие 6 петель мы провязываем лицевыми петлями. Последнюю кромочную петлю мы провязываем изнаночной. Итак, следующий ряд. Первые петли мы провязываем лицевыми. Маркер. Дальше у нас должен быть узор. Смотрим. Там, где у нас самая длинная коса из лицевых петель, она у нас должна быть лицевой. От нее можем вести отсчет, с какой нам начинать. То есть лицевая, изнаночная, лицевая. Мы должны в этом ряду чередовать. Значит, первая петля у нас идет лицевая, потом идет изнаночная, и вот она наша косичка, мы ее провязываем лицевой петлей. Дальше опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь мы делаем прибавку. Накид на себя, лицевая, маркер, опять лицевая, накид от себя. Дальше опять смотрим, находим нашу самую длинную косичку, вот она. И от нее считаем, она у нас лицевая, дальше идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть мы начинаем с лицевой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Заканчиваем лицевой петлей и делаем прибавку. Накид на себя. Лицевая петля, маркер. Опять лицевая петля, накид от себя. Дальше опять находим нашу длинную косу. Вот она. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть начинаем мы ряд опять с лицевой петли. Итак, чередуем лицевая, изнаночная до крайней петли перед маркером. Так, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Дальше делаем прибавку, накид на себя, лицевая, маркер, опять лицевая, накид от себя, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть начинаем мы с лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная, заканчиваем лицевой, делаем прибавку на себя, лицевая петля, маркер, лицевая, накид от себя. Дальше опять идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Переносим наш последний маркер и последние 6 петель платочной вязкой. Дальше идет изнаночный ряд. Его мы опять вяжем по рисунку. То есть первые 6 петель мы вяжем платочной вязкой. Переносим маркер. И чередуем лицевая и изнаночная. То есть где у нас были изнаночные, мы вяжем изнаночные. Где были лицевые, там мы вяжем лицевые. То есть мы провязали последнюю изнаночную. Здесь у нас идет наш накид. Если последняя изнаночная, значит накид мы провязываем лицевой петлей. Вот так. Дальше идет изнаночная, маркер, изнаночная.
Дальше смотрим. Здесь у нас перед накидом была изнаночная петля. Значит, наш накид мы должны провязать лицевой петлей. Лицевая, изнаночная, и так чередуем до конца нашего ряда. Здесь у нас получается на спинке. Перед накидом идет лицевая петля, значит, мы накид должны провязать изнаночной петлей за переднюю стенку. Итак, перед накидом у нас изнаночная петля, значит, накид мы провязываем лицевой петлей. Дальше смотрим, здесь у нас перед накидом идет лицевая, изнаночная петля перед накидом. Значит, наш накид мы должны провязать лицевой петлей. Мы его провязываем за переднюю стенку. Изнаночная, следующая идет лицевая. Опять изнаночная. Здесь у нас лицевая петля перед накидом, значит, мы накид должны провязать изнаночной петлей за переднюю стенку. И заканчиваем узор изнаночной петлей. Дальше у нас идет маркер и 6 петель платочной вязкой. Итак, наш следующий ряд. Посмотрим на наш узор. Здесь у нас есть длинная коса из лицевых петель. Над ними мы должны провязать сейчас изнаночные петли. Над всеми остальными петлями мы должны провязать лицевые. Итак, приступим. Первые 6 петель провязываем лицевыми петлями. Маркер переносим и смотрим наш узор. 2 первые петли мы провязываем лицевой. И вот она, наша косичка опять. Мы ее провязываем изнаночной петлей. Дальше у нас идет 3 лицевых, изнаночная. Дальше должно быть 3 лицевых, но в нашем случае их 2. Провязываем 2 лицевых и делаем прибавку. Накид на себя. Дальше лицевая, маркер, опять лицевая после маркера и наша прибавка, накид от себя. Опять смотрим наш узор. Итак, вот наша длинная коса, потом идет коротенькая, да, из лицевых петель, потом опять длинная, потом короткая. И эта коса у нас должна быть длинная в узоре, поэтому ее мы провяжем изнаночной петлей. Итак, лицевая, изнаночная, 3 лицевых,
изнаночная, 3 лицевых, изнаночная, опять 3 лицевых. Дальше делаем прибавку, накид на себя, лицевая петля, маркер, лицевая, накид от себя. Опять смотрим наш узор. Длинная коса, короткая коса. И эта коса опять длинная. Значит, мы провязываем лицевую, изнаночную, 3 лицевых, изнаночная, опять 3 лицевых, изнаночная. И так до конца. Так, здесь 2 лицевых. Дальше делаем прибавку, накид на себя, лицевая петля, маркер, опять лицевая, накид от себя, то есть наша прибавка. И опять в этом узоре у нас все совпадает. Мы провязываем 1 лицевую, 1 изнаночную, дальше 3 лицевых, 1 изнаночную, опять 3 лицевых, 1 изнаночную, 3 лицевых. И опять наша прибавка. Накид на себя, лицевая петля, маркер, лицевая петля, накид от себя. И здесь также лицевая, изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, опять 3 лицевых, и закончили в этом ряду. Дальше маркер и 6 петель платочной вязкой. Изнаночный ряд. Первые 6 петель объяснять не буду. Маркер. Дальше идет узор. Там, где у нас изнаночные, мы вяжем изнаночные. Там, где лицевые, мы вяжем лицевые. То есть 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Дальше должно быть 3 изнаночных. У нас наш накид. Мы его провязываем изнаночной петлей. Перед маркером изнаночная, как всегда. Маркер снимаем, опять изнаночная. Дальше смотрим узор. Здесь идет у нас 3 изнаночных петли. Значит, накид наш должен быть лицевой. Лицевая, 3 изнаночных. Лицевая, 3 изнаночных. Опять лицевая и наш накид изнаночной петлей за заднюю стенку. Так, после маркера изнаночная и смотрим наш узор. Лицевая, 2 изнаночных. Значит, наш накид мы провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. И продолжаем наше вязание до следующего накида.
Так вяжем дальше. Изнаночная, смотрим наш узор. Лицевая, 3 изнаночных, значит наш накид мы провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Итак, мы включаем наши накиды в наш узор. То есть лицевая, должно быть 3 изнаночных. То есть наш накид провязывается изнаночной петлей. После маркера мы смотрим наш узор опять же. Лицевая, 2 изнаночных. Значит, накид должен быть изнаночным. И довязываем до конца. Последние 6 петель платочной вязкой. Так, мы провязали наш раппорт полностью. И дальше смотрим. Здесь мы должны делать дырочку через каждые 4 сантиметра. Берем метр, замеряем. От дырочки у нас получается 2,7, ну, примерно 3 сантиметра. То есть нам надо еще провязать 1 сантиметр. Это получается 1, 2, 3, 4, 5. Ну, примерно 7-8 дорожек изнаночных вот этих вот. Вот наша дырочка. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, еще дорожки 2 связать. И потом делаем опять петельку. Дальше узор, в принципе, я объяснила, как оно работает. Дальше мы опять чередуем и добавляем на раппорт по 2 петли с каждой стороны от маркеров. Итак, мы должны провязать на высоту реглана нашего. Измеряем по передней части от нашей горловинки, получается. Мы должны провязать таким образом 10 сантиметров.